Всем привет! Продолжаем делать стилизованный домик в приложении Nomad Sculpt. И в этом уроке сделаем водяную мельницу. Давайте начнем. Добавим цилиндр и перейдем в режим соло. Повернем по оси Z на 90 градусов. Уменьшим длину. Добавим отверстие. Скопируем. Копию передвинем в сторону. В строке редактирования цилиндра, сейчас у нас выбран боковой цилиндр, нажимаем три точки и параметр post subdivision, последующее подразделение, поставим 2. Нажмем отзеркаливание. Выберем центральный цилиндр, уменьшим радиус. И слегка увеличим радиус отверстия. Разрешение поставим 18. Включим гизмо и добавим куб. Сделаем лопасти. Эту деталь давайте скопируем, копию пока скроем. И продолжаем. Скруглим с помощью последующего подразделения. Включим гизмо. Нажмем пивот и переместим ось в центр колеса. Выключим пивот и добавим радиальный повторитель. По Y поставим 18 деталей. И давайте выберем центральный цилиндр, повернем его на 30 градусов по оси Y. Теперь деталь, которую мы скрыли, ее выберем, передвинем в сторону. Скруглим. И добавим радиальный повторитель. По оси X поставим 3 детали. Нажмем Validate, чтобы утвердить. Здесь выберем Join Children, это совмещение дочерних узлов. И отзеркалим. Добавим цилиндр. Повернем его на 90 градусов. Уменьшим радиус. И уменьшим длину. Теперь скопируем. Копию передвинем сюда. Еще уменьшим радиус. Уменьшим разрешение и увеличим последующее подразделение, чтобы скруглить. И переместим оси в центр. Добавим радиальный повторитель
По Y 6 деталей поставим. Утвердим. Далее выберем центральный осевой цилиндр, скопируем и копию повернем по оси Z на 90 градусов. Увеличим радиус, добавим отверстие. Скруглим. Нажмем Validate, чтобы утвердить. Замаскируем правую половину. Включим гизмо. Переместим оси на границу с маской и потянем за синюю стрелочку. Очистим маску. Снова выберем осевой цилиндр, скопируем, передвинем в сторону. Давайте от центрального немного уменьшим радиус. Этот боковой цилиндр скруглим. Утвердим. Замаскируем верхнюю половину. Передвинем оси. И подтянем за красную стрелочку. Очистим маску. Выберем центральный цилиндр, скопируем. Копию увеличим длину, уменьшим радиус. Еще раз копируем. И здесь разрешение поставим 6. Предыдущий цилиндр скруглим. И давайте выберем вот эти детали. Вот эти вот. Здесь нажмем 3 точки «Отделить». Выберем одну верхнюю. Скопируем.
копию передвинем вниз. Нажмем Pivot, переместим оси в торец и потянем за зеленую точку. Отзеркалим. И вот эту деталь тоже давайте отзеркалим. Теперь все выберем. Выйдем из режима соло, включим гизмо и передвинем колесо в сторону, расположим вдоль стены. Уберем все галочки и добавим куб. Сделаем площадку. Уменьшим разрешение, увеличим последующее подразделение. Далее выберем вот эту деталь ограждения и выложим кирпичами. Скопируем. Перейдем в режим соло. Нажмем Hide. Скроем внешнюю часть. Инвертируем и удалим сетку. Еще можно скрыть верхние и нижние участки, так как они скругляются. Уже удаляем сетку. На вкладке MISC найдем QuadriMesh QuadriFlow. Количество полигонов поставим 20 тысяч. И пересчитаем сетку. Возьмем инструмент маска. На вкладке строк поставим лог плюс радиус. В альфу импортируем изображение. Его можно скачать по ссылке в описании к первому уроку. Здесь включим трипланар, превью. Немного изменим масштаб. Пресет поменяем на горизонтальную линию. Вернемся на вкладку альфа. И теперь нажимаем маску в верхней строке. Поставим стилус в центр детали. Увеличим изображение. Возьмем инструмент Cell Mask. Нажмем Unmask и уберем нижний ряд. Теперь нажмем Front. Подкорректируем кирпичи.
Выйдем из режима соло. Вот эту деталь пока скроем. Еще здесь подкорректируем. Добавим толщину. Смотрим, чтобы толщина кирпичей была такая же, как у кирпичей, которые на трубе из прошлого урока. Нажимаем на извлечение. Деталь с маской удалим. То откроем. Приподнимем. И сделаем окошко на мансарде. Выберем центральный осевой цилиндр колеса. Скопируем. И копию передвинем наверх. Увеличим радиус. Добавим отверстие. Скруглим. Нажмем отзеркаливание. Включим гизмо. Добавим плоскость. Применим аддитивный материал. Нажмем диск и уменьшим радиус. Но также давайте уменьшим разрешение. Нажмем на отзеркаливание. И чтобы сделать рамы, давайте воспользуемся вертикальной планкой. Здесь нажимаем 3 точки «Отделить». Выберем вот эту деталь. Скопируем. Передвинем наверх. Уменьшим за оранжевое кольцо. И потянем за зеленую точку. Вытащим из группы. Группу совместим. Эту деталь скопируем и повернем на 90 градусов. Обе детали совместим и отзеркалим.